Всем привет! Как за 3 минуты, совершенно не напрягаясь и практически ничего не делая, устранить стук гидрокомпенсаторов совершенно на 100% в любом автомобиле, который вообще существует в мире. Сейчас я вам рассказываю этот обалденный метод. То есть берете, покупаете присадку, заливаете в двигатель и все, по волшебству все стуки исчезают. Вот так вот. Ну а если кто-то не верит, сейчас покажу вам, как работает тихо-двигатель после этих присадок. Пожалуйста, вот вам Нивы. Давайте послушаем, как работает машинка. Но я никаких минусов не слышу, а вы... Вот было вот так. А стало вот так. Чок. Давай. Грохота цепи нету. Вообще. Цепи не слышно. Ну а вот, пожалуйста, работа иномарки после присадки. Ну что, чувствуете разницу? Все, новый автомобиль. Вчера с конвейера. Блин, правда я забыл, что у ЦРВ-то нету гидрокомпенсаторов. Вот пролет же идешь. Надеюсь, вы поняли, что это был прикол. Или не поняли? Успели уже мне там поставить палец вниз, написать какой-нибудь злобный комментарий, не досмотрев видео до конца. Все, теперь вы уже ничего изменить не можете. Единственное, в свое оправдание можете задонатить поддержку канала. На самом деле, если посмотрите видео в ютубе, где-то парни, там мужики что-то стараются, делают, показывают, разбирают двигатель, и просмотров очень мало. Ну а где-то, например, человек просто показывает, как ровно работает двигатель, что-то там сказал про присадки, все, 1 000 000 просмотров. Самое главное правильно сделать название видоса, и все. А я что, лысый, что ли? Я тоже так хочу. Но на самом деле я вас не наколю. Я вам все-таки расскажу все основные причины стуков гидрокомпенсаторов. Практически досмотрев мое видео до конца, даже если вы ничего не понимаете в двигателях, вы сможете все равно определить, зря вы напугались или нет, услышав какой-то там стук под капотом. Двигатель у вас стуканул, или это просто у вас гидрокомпенсаторы подстукивают. Ну и, конечно же, вы сможете самостоятельно определить причину стуков гидрокомпенсаторов и эту причину самостоятельно, прям возле подъезда, устранить. Можно не покупать никакие дорогие присадки, просто купить хорошую промывку для двигателя, залить, промыть качественно двигатель, новое масло, новый масляный фильтр и все. В 50% случаях именно так причина устраняется. Гидрокомпенсаторы будут уже работать корректно, хорошо, без всяких стуков. Конечно, только не забывайте, что вы можете сделать эту процедуру, но, например, масляный фильтр у вас окажется плохой, некачественный. Там плохо будет работать клапан. Ну и в итоге получится так, что не будет создаваться нормальное давление для того, чтобы корректно работали гидрокомпенсаторы. И из-за этого масляного фильтра у вас ничего не получится. А вы будете думать, что вот у вас там как-то что-то не промылось, либо причина в чем-то другом, полезете что-то там разбирать и так далее. Так что масляный фильтр — это еще одна из причин. Я думаю, вы это только что поняли. В масляном фильтре существует обводной, он же предохранительный клапан, и противодренажный, он же обратный запорный клапан. Обратный клапан удерживает масло в масляных каналах после остановки двигателя, и это важно, чтобы оно не стекало обратно в картер, а также не стекала грязь из фильтра. Если он не держит, то при запуске двигателя масла в каналах нет, и иногда можно наблюдать стук двигателя, например, в районе распредвалов. Через некоторое время стук исчезает. Если долго не тухнет контрольная лампа давления масла, то большая вероятность того, что обратный клапан плохо срабатывает.
Если фильтр забит грязью, то гидрокомпенсаторы тоже не будут успевать наполняться маслом. Обводной канал открывается не сразу, а при определенном давлении. Есть двигателя, у которых клапана уже вставлены в масляную магистраль или находятся в масляном насосе. Есть масляные фильтра, в которых нет обратного клапана из-за особого расположения на двигателе. Масляные фильтра надо устанавливать строго в соответствии с моделью двигателя. На «Жигули» устанавливаются масляные фильтра с клапанами. Я же рассматриваю все режимы работы двигателя, поэтому на самом деле масляный фильтр надо рассматривать в комплексе с состоянием гидрокомпенсаторов, которые могут быть идеальны, а могут иметь износ. При определенных условиях эксплуатации автомобиля, например, длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар или неправильная замена гидрокомпенсаторов, то может произойти завоздушивание гидрокомпенсаторов. Если клапан гидрокомпенсатора не держит, то масло вытекает из него в режиме, когда двигатель даже кратковременно заглушен, а также масло вытекает при горячем двигателе и происходит завоздушивание. Вот тут-то фильтр с плохим клапаном добавит проблем. Можно попробовать сделать прокачку гидрокомпенсаторов при завоздушивании, даже нужно и возможно несколько раз. Если не поможет, то будем это место удалять, шучу. Искать неисправные гидрики и устранять причину. Если менять гидронатяжители на новые из-за износа, то лучше, конечно, всем комплектом сразу. Идем дальше. Следующие причины стуков гидрокомпенсаторов. Поверхностная чистка двигателя вам не помогла. Что делать? Вы уже расстроились. Ну или помогла частично, стало лучше, но не так, как хотелось бы. Сейчас я буду рассказывать причины, которые подходят и для иномарок, и для «Жигулей, ну естественно и для Нивы. Есть какие-то определенные отличия, но в принципе все одно и то же. Значит, если удобно вам на старых «Жигулях» или на иномарке открутить поддон под двигателем, откручиваете, смотрите на маслоприемник, в каком он состоянии, если он там весь грязный, черный, ну естественно надо его почистить вручную, снять и так далее. На Ниве немного это головняк, потому что просто так не снимешь поддон, надо будет ну чуть-чуть помучиться, там мешает передний редуктор, передний мост, то есть надо будет там двигатель приподнимать и так далее. В общем, это уже отдельная тема. В общем, следующая причина вы уже поняли, это маслоприемник и, конечно же, сам масляный насос. То есть, если масляный насос уже изношенный, работает плохо, создает давление плохое в системе, то, естественно, этого давления может не хватать для гидрокомпенсаторов. Если плохое давление масла в системе, либо масло очень сильно густое, то не успевает закачиваться достаточное количество масла внутрь плунжерной пары для создания необходимого давления внутри при запирании масла в гидрокомпенсаторе. Следующая причина. В самих гидрокомпенсаторах, то есть они настолько сильно загрязнились, они могут уже подклинивать, то есть там, скажем, цилиндрик плохо уже двигается в гидрокомпенсаторе, да, он подклинивает, давления масла не хватает, возможно, оно даже, скажем так, немного меньше нормы это давление, может быть в норме, но все равно надо будет снимать гидрокомпенсаторы, конкретно их чистить, разбирать, там канальчики и так далее. В общем, все надо будет смотреть, либо менять на новые гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсаторам подходит масляная магистраль. В зависимости от года выпуска, модели автомобиля и так далее, причины могут быть разные в разных местах, но смысл один и тот же. Дефект масляной магистрали дает сброс давления и не работает либо там какой-нибудь 1-2 гидрокомпенсатора, возможно, сброс давления идет на общую систему, и все гидрокомпенсаторы плохо работают. Если брать, например, конкретно Ниву, то, я думаю, многие знают, что до 2008 года, а точнее, наверное, до конца августа 2008 года, в общем, если у вас сентябрьская машина, то у вас уже новая головка блока с новыми гидроопорами. Если у вас старый блок, то вам немного не повезло. У вас там будет старая магистраль, она из слабого железа сделана, скажем так, слабая сталь, и там еще детали алюминиевые, которые трескаются. В общем, надо смотреть, снимать, есть или нет трещины. В общем, идет сброс давления через эти дефекты. Если у вас новая магистраль, там у вас уже хорошая сталь, по-моему, нержавейка. Надо будет снимать, смотреть резиночки, высохли они или нет. В общем, вы поняли, это дефекты в самой масляной рампе. Сразу предупреждаем, чтобы вы не имели иллюзии, что вы возьмете сейчас, например, на Ниву до 2008 года, купите новые гидрокомпенсаторы и вкрутите вместо старых. У вас это не получится. Почему? Потому что надо будет менять головку блока. В общем, там седло будет совершенно другого размера. По-моему, уже можно пробовать. Если вы будете очень сильно долго не обращать внимания на плохую работу гидрокомпенсатора, стучат и стучат, хрен с ним. Двигатель же работает, машина едет, месяц стучит, 2-3, полгода, год, да плевать. Потом посмотрим когда-нибудь. То, возможно, когда вы снимете крышку клапанов, у вас уже даже на самой постели распредвала снизу
от рокеров, они долбят в постель. Такие заусенцы даже следы уже есть. То есть у вас уже рокера эти коромыслы изношенные, у вас уже вообще нифига не работают гидрокомпенсаторы, возможно, даже откручены, болтаются, и у вас уже сам распредвал сожран. То есть вам надо будет менять распредвал, все гидрокомпенсаторы, рокера и так далее. Ну, конечно же, для Нивы это по барабану, для Жигулей все это дешево, все это меняется быстро у подъезда. Блин, как два пальца, переживать нечего. Но на иномарках все гораздо сложнее и дороже. Возможно, у вас там 2 распредвала. Конечно же, кто-то обязательно в комментариях напишет, что плохое давление масла в двигателе может быть не только из-за масляного насоса, есть и куча других причин. В общем-то, я перечисляю самые простые, доступные и основные причины, а вы пишите еще дополнения в комментариях. Это будет очень здорово. Сейчас я еще хочу напомнить по поводу других простых, самых простых причин. Я начал с простых причин, ну, скажем так, потом чуть посложнее причины и заканчиваю тоже простыми причинами. Самые супер простые причины, это, конечно же, сильно маленький уровень масла, его не хватает, либо сильно большой уровень масла. В том и в том случае получается так, что масло пенится, попадает в масляную систему воздух. Ну, естественно, вот этот воздух, как бы получается неплотная масса, тоже плохо давит, не дает работать гидрокомпенсатором корректно. Вот. То есть надо сразу же проверять, что у вас там с маслом. Нормально или ненормально. То есть я здесь уже не говорю, что масло плохое, грязное и так далее. Это понятно. Об этом мы уже разговаривали, что надо менять масло, надо чистить систему и так далее. То есть это просто общее загрязнение по первым пунктам. Теперь по поводу вот этих всех присадок в двигатель. Здесь надо быть очень осторожным. Объясняю почему. Никто не знает на 100%, как та или иная присадка повлияет на ваш двигатель. Есть, конечно, крутые авторитеты, которые эти присадки рекламируют. Я этим не занимаюсь. Сколько мне не писали, я не рекламирую присадки, я об этом всем пишу. Значит, смотрите, в форумах, в каких-то, скажем, видео, в комментариях вы можете посмотреть, что там люди пишут, вот человек присадку какую-то влил, и вот у него гидрокомпенсаторы классно стали работать. Я уже сказал, возможно, эта присадка просто почистила систему. Возможно, эта присадка сделала гуще масла, а возможно, жиже сделала масло. То есть мы не знаем, что там произошло, но 100% эта присадка кусок металла вам нарастить на какую-то деталь ну никак не сможет. И здесь есть, конечно, некоторая опасность. Вот смотрите, с одной стороны, когда вы заводите, да, сильно густое масло, гидрокомпенсаторы стучат, оно холодное, да, потом жидкое масло становится горячее, раз, гидрокомпенсаторы уже не стучат, да. С другой стороны, есть мнение, что наоборот, сильно жидкое масло уже плохо запирается в немного изношенных гидрокомпенсаторах и вытекает, когда клапан начинает плохо держать. На более густом масле гидрокомпенсаторы лучше работают на горячем двигателе. И надо, чтобы масло было более густое. Вот присадка делает масло гуще, гидрокомпенсаторы работают. И что? А если у вас, например, типа какой-нибудь Honda CR-V, и у нее вообще масло можно применять только, скажем, там 0В20, оно должно быть супер жидкое, там канальчики, вообще, блин, как иголочки проткнуты, это не такие, как в палец толщиной на Жигулях. То есть, если сильно густое масло или гуще, чем положено по инструкции, просто двигатель накроется, да, гидрокомпенсаторы, возможно, стучать не будут, но и двигателю будет полная жопа. Поэтому не надо эти эксперименты делать. В общем, вы должны просто найти реальные причины и их устранить. Вот и все. И все-таки я не смог не добавить, потому что я очень сильно за вас переживаю. Вот эта присадка, она может повлиять еще и по-другому на масло. Я думаю, что многие знают, что помимо жидкое, густое масло, еще масло имеет свойства, необходимые для работы двигателя в том или ином температурном режиме. То есть, понимаете, да, присадка может изменить это свойство масла, и просто масло не будет подходить по температурному режиму работы вашего двигателя, и двигателю тоже будет хана. Да, я слышу форсуночки. Ну, вроде как, да, посмотреть. У тебя же там механический сейчас, да? Ну, так вроде нормально цепь у тебя
Ничего там не слышно такого. Шлагбаум открыт. Дорога сухая, практически асфальт. Любимая Шапошниковая поляна. Прокладочка 75Р. Ну, я думаю, этот патрубок вы сами догадаетесь, как снимать. Нет, это не комар. Это знак. Да, классненько. Как пирожки горячие. Короче, сейчас мы на полчаса забацаем видос, как снимать клапанную крышку. Видите? Пригодилось уже. Офигенно удобно, кстати. Заимейте себе точно такую же штуку. Если что-то где-то упадет в недоступном месте, всегда достанете. Иногда бывает, что без этой приспособы просто задача вообще не имеет решения. Ну, бывают такие случаи. Ну, я, наверное, неправильно выразился. Решение-то есть, но разбирать надо будет весь двигатель. Или полдвигателя, да? Или откручивать какую-то деталь по-серьезному. А как же он потом будет все это ставить? А хрен его знает. Но мы это мы узнаем. Позже, да? Да. Я думаю, у них еще такой вопрос не возник. Рухом помогали. Крутильщик. Ну вот, когда мы открутили, теперь мы одеваем перчатки. Хотя нужно было делать с самого начала. Да в перчатках неудобно, сам знаешь. Ну, что есть, то есть. Спорить не буду. Так. Ну что, у тебя тут все красиво. Ты все то же самое масло применяешь, которое ты нам показывал тогда. Сейчас у меня Другой? и я недоволен. ЗИГ? И ты им недоволен? А как это выражается? Ну, недовольство. На чем основано? Не знаю, не нравится мне. Чисто интуитивно, да? Двигатель стал не так мягко работать. Вот так вот, да? Буду пробовать другую марку. Хочу попробовать там на форумах, по отзывам и прочее. Люди хвалят Кастрол. Хочу попробовать Кастрол. Ясно. Так. Блин, какие вы все привередливые, а? Вот такое масло нет, а то не то. Да Роснефть, блин, не будем лить что-то. Да я тоже Так, не залил, вот у давай. нас наши гидрокомпенсаторы идут. Ага. Вот они сейчас отверточкой буду показывать. Если вдруг кто-то не знает. Вот это гидрокомпенсаторы. Вот эти вот. Вот это вроде как получается называется у нас это постель распредвала. А это эти коромысла. Рокеры. Рокеры еще, да, по-другому. Да. Вот я где смотрел, получается, неисправность гидрокомпенсаторов, рокеры болтаются. Ага. Вот мы их будем сейчас смотреть. Ну, я тоже привык называть их коромыслами, сейчас же все по-научному. Так, успокоитель у нас целехонький. Это It's Right. Фига себе, ты английский знаешь. Ну и что, ты доволен этим натяжителем цепи механическим? Ну да, ты же видишь, у нас цепь не болтается, иначе бы раздолбала этот кусок пластмасски. А сколько километров прошло? Ой, Андрюш, Ну, где-то- 10-20.
Ну не 20, ну где-то может быть 10-15, ну где-то так вот, где-то промежутки между 10 и 15 точно, наверное, думаю, прошло. Ну, будем считать, что 15. Все нормально. Берем 12. 12, хорошо. 12 тысяч километров. Полет отличный. Юрий сейчас полностью отключает питание от катушки. Давай, совмещаем метки. Вот эту. Ну и примерно вот здесь вот метка. Пальцы. Да, убрал. Помаленьку. Давай, давай. Еще целый оборот почти. Так, еще. Еще. Стоп. Сейчас, короче, осталось, знаешь, сколько? Где-то, ну, сантиметра 3-4 максимум, потихонечку вообще. Оп! Блин, перескочила. Перескочила, зараза. Давай еще. Юра, стой. Подержи. Стой, знаешь что? Тебе надо самому смотреть, наверное, а ты не сможешь, да? Нет, я вижу сторис. Вот. Вот, короче, смотри, мой палец. Ага. Вот метка, видишь, да? Вот мой палец. То есть ориентируйся. Вообще, если долбит, смотрите, вот в это место, здесь будут следы от рокеров вверху. Давай сверху будем давить. Не можем давить. Стоп! Стоп, четко, да. Практически. Прямо напротив датчика. Кстати, вот как это выглядит. Так не болтаются. То есть нормально все, да? Угу. То есть как вариант может быть масляный фильтр, который ты новый поставил. Может он, и фильтр да, быть, да. он косячит. Смотри, не хочет. На резьбе зависает. Да. Аккуратненько. Опа. Что у нас? Так, что, поиграем на дудке? Ну, поиграем. А я вот это крайне зажму. А вот сквозь этот. Смотри сейчас. Это нормально, все вообще хорошо идет. Так, хорошо. Это у нас как бы ее закрыть, знаешь, по очереди, чтобы трын-трын-трын было. Давай. Масло высший сорт. Сейчас будем еще смотреть, здесь вот трещины. Тоже вот в этих деталях они могут быть. Вот, ну, можно рукой поболтать, будет, не будет, посветить фонариком. Вроде нормально. Ну, Вот, стоит на не месте. отваливается, да. Оп, а это что-то у тебя шатается вроде? Не, показалось. Нормально. Это двигатель штался. Ага. Да, тоже вроде целый, да? Нету трещин. Ну не видно, по крайней мере. Нету, да. Сейчас еще фонариком светанем. Так, правильно? смотрим постель. Постель у нас не битая. Не. Нет канавок на распредвале, нет на кулачках. Оно как бы не то, что там как трактор тарахтят гидрокомпенсаторы, они подхрюкивают до того момента, пока двигатель полностью не выйдет на свой режим, то есть готовый к езде. Вот. А до этого момента они так трынг-трынг-трынг-трынг. Что-то непонятное было такое. Ну, масло поменяешь, фильтр поменяешь, посмотрим, будет, не будет. Вот. Ну, как бы факт есть, поэтому вот руки не болтаются они. Гидрокомпенсатора. Потому что, опять же, я видел видео, там
Мужичок скрывает все в режиме, без прерыва записи, как бы, ну, по крайней мере, визуально видно. Скрывает. Ну, тут, правда, знаешь, вот у меня чистый, Он черный. а там, нет, там не черный, там, короче, вот так вот чувак берет, короче, пальцем такой солидол, короче, раз снял, блин. Знаешь, как мохом таким обросший двигатель, этот самый была постель. То есть, я не знаю, что там за масло заливали, там, и просто... И вот он прям руками их тыдык, болтается, а гидрокомпенсаторы не закручены. С гидрокомпенсаторами старого образца затяжка делается со специальным усилием. Перетяг будет плохо влиять на работу гидрокомпенсаторов. Если у вас уже новый образец гидрокомпенсаторов, то можно не бояться. То есть такой вот. Поменяли гидрокомпенсаторы, поменяли, там распредвал был сожженный, поменяли постель, этот самый распредвал, все, поставили там почему-то. Вода свет нет? Попадает. Да вообще там все блестит, как новое из завода. Нифига себе. Джиперы наши горячего ключа возвращаются. Не знаю, по грибы ездили, наверное. За ягодой ползуникой. За ягоды. Сейчас дороги сухие, наверное, грязи-то не нашли. Шланчики одеты. Здесь у нас защелкнуто, здесь защелкнуто. Ну, вроде бы, как-то Все. так. Вроде все. Да. Что, сейчас тренировочный ядерный взрыв? Да. То бишь пробный запуск, да? Да. А представляешь, бас ты и отремонтировал все. Знаешь, как это само отремонтировалось. Весь двигатель у тебя стучит. Все, застучал движок у тебя, капец ему. Стуканул. Движок стуканул у тебя. Стучит все, что только можно. Вот сейчас звук прошел. Нет, есть еще. Еще есть. Один брякает. Ну что, надо промывку делать. Замена масла, промывка. Фильтр масляный, промывка, замена масла. 100% стук исчезнет. Ну вот уже его и нету. Минуту проработал двигатель. Тишина. Ну это вот масло, видимо, все же выпендривается. Я так думаю, все же я грешу на масло. Очень сильно. Потому что это все произошло, такое совпадение после замены масла. Хотя при смене с одного масла на другое была промывка двигателя происходила. Чтобы ты промывал двигатель? Да. Я когда Виндиго сливал, я промывал двигатель, потом заливал уже ЗИК. Конечно же, история на этом не заканчивается. Сами видели, что стук гидрокомпенсаторов никуда не делся. Загадка так и осталась загадкой. Пишите в комментариях свои предположения, что там может быть. Ну а потом, конечно, мы сравним с реальными причинами, когда они определятся. На этом все. Желаю всем счастья, здоровья. До свидания.